Приветствую вас, друзья, в эфире «Геоэнергетика Инфо». Я Светлана Пикта, и с нами на связи Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Добрый день. США дали «Газпромбанку» временное исключение из санкций для осуществления транзакций по неподсанкционным проектам в атомной энергетике. Почему Россия не оставит АЭС США без сырья? Начнем с того, что не только Россия поставляет обогащенный урановый продукт в США, но и многие другие поставщики. Доля Росатома в соответствии с законодательством Соединенных Штатов, действующих до лета этого года, имели квоту на поставки 20% необходимого объема этой продукции. 20% – это далеко не 100. По-моему, такое очень простое соображение. Если учесть, что доля атомной генерации в объединенной энергосистеме США составляет порядка 20%, давайте просто в арифметику поиграем. 20% от 20%. То есть в том случае, если бы Росатом по требованию наиболее просвещенных патриотов пошел на этот шаг без решения правительства в одностороннем порядке, мы бы сумели укусить интересы Соединенных Штатов на 4% от их генерации. Это очень существенно, с одной стороны. С другой стороны, если бы Росатом это делал в одностороннем порядке, он бы, разумеется, заплатил все штрафные санкции, предусмотренные в этом случае, и, мягко будет сказано, испортил реноме в глазах мирового атомного сообщества. Тут реноме стоит достаточно дорого. Это то, что происходило до лета этого года. В июне начал действовать закон Соединенных Штатов, запрещающий поставки российского обогащенного уранового продукта и поставки от российских компаний. Вот, не только от России как государства, но и от компаний. Практически мгновенно было сделано исключение. Собственно, такой вот стиль Соединенных Штатов. Сначала принять закон, а потом в течение месяца дополнить, исправить. Да и у нас, собственно говоря, точно так же. Закон – это нечто рамочное. Пока не появляются все подзаконные акты во всем многообразии, можно считать, что закон не работает. У нас много неработающих законов, если внимательно к этому присмотреться, но это пусть уже юристы делают. Исключение, которое сделало министерство, которое имеет право делать Министерство энергетики, разрешать такие поставки в том случае, если аналогичного товара нет на рынке или если не поставки такого товара угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов. Связано это, собственно говоря, с тем, что если смотреть, какова доля Росатома на мировом рынке обогащения урана, то она составляет 46%. Соответственно, люди, работающие в Министерстве энергетики США, отдают себе отчет тем, во что это может вылиться. Проблемы лишние им, собственно говоря, ни к чему. Связи налажены, маршруты этих непростых грузов, а это радиационно опасный груз, это специальные морские суда, специальные системы хранения и так далее, и так далее. Вот все это разрушать для того, чтобы мистер Байден лишний раз улыбнулся, никому не хотелось. Росатом молчал, поскольку он не является законодательным органом. В ноябре этого года постановлением правительства Российской Федерации введен запрет на поставки конкретно в США. Все остальные потребители, все остальные партнеры Росатома не пострадали. Теперь для того, чтобы поставлять уран в США, обогащенный урановый продукт, точно надо получать разрешение, но теперь уже у нас здесь, в России, в Федеральной таможенной службе нашей. Федеральный комитет контроля за экспортной деятельностью, по-моему, как так я могу путаться в названиях. То есть могут еще теоретически не разрешить. Могут не разрешить. В действие это постановление вступает в следующем году, то есть сейчас вот как бы все на месте. Дальше уходящая администрация Байдена вносит в черный список, я не знаю, там градация цветов у этих списков появилась или еще нет, наверное, появится, а то просто черный список уже 50 скучно. оттенков черных списков. Многовато надо какой-нибудь черный список, фиолетовый, еще какой-нибудь. Сначала, грубо говоря, ввели запрет на все транзакции с банком, теперь думают, какие исключения сделать. Уже появились газовые исключения для Венгрии и для Турции, что развязывает руки партнерам «Газпрома», облегчает деятельность, хотя с нашей стороны тоже указы президента уже последовали.
для того, чтобы облегчить возможность рассчитываться с «Газпромом». Теперь вот новое исключение в атомной отрасли, то есть в том случае, если американские компании, на всякий случай напоминаю, что атомная энергетика в США не является государственной отраслью бизнеса, там только частные владельцы, да, конечно, крупные компании с многомиллиардными уставными капиталами, с акциями, со всем, чем необходимо, но без государственного участия. Соответственно, если эти компании сумели добиться разрешения у Министерства США на продолжение сотрудничества с Росатомом, они это уже сделали. Причем первая заявка на то, чтобы получить исключение, была сделана еще до того, как были опубликованы вот эти подзаконные акты. То есть, там с 2014 года поставки идут, ни разу никаких срывов не было, и, соответственно, представить себе, что американские компании намерены искать новых поставщиков, отказавшись от сотрудничества с тем, кто ни разу не подводил, достаточно странно. Если они успели получить эти исключения, то возникает вопрос, как рассчитываться. Уполномоченным банком был «Газпромбанк», но для него Министерство финансов, я так понимаю, посовещавшись с Министерством энергетики, исключения сделали. Но с Нового года разрешение надо будет добиваться в двух местах, и в Соединенных Штатах, и в России, со всеми отсюда вытекающими. Будет им сложно, будет им удобно, неудобно. Может быть, новая администрация что-то изменит в этом отношении. Все-таки мистер Трамп ближе к бизнесу, чем мистер Байден, который ближе к вечности. Будем смотреть, что может измениться в этом отношении. Ну и на всякий случай напоминаю, что каждый новый проект Росатома снижает значение американского рынка для него по понятным причинам. Если говорить о европейских странах, то здесь с диверсификацией носится как с писаной турбой. Те новые компании, которые соглашаются на сотрудничество с Росатомом, решают использовать наши российские технологии. Здесь все характерно. Я не касаюсь атомной электростанции «Аккую», она наша, она просто находится не там. Здесь топливный контракт, понятно, на время деятельности станции уже подписан. Росатом сам с собой договора подписывать умеет. Но если мы смотрим на другие проекты, Росатом строит атомные электростанции в Индии, топливный контракт на 60 лет – это время эксплуатации атомного энергоблока. В Бангладеш топливные контракты 60 лет, в Индии 60 лет. То есть каждый новый контракт, особенно вот такие долгосрочные контракты, то есть если подписываясь с американскими компаниями, считается 10 лет вполне приличный срок, то здесь речь о 60 годах с правом пролонгации. Сейчас строятся флагманские проекты ВВР-1200. Срок эксплуатации по проекту 60 лет, но уже сейчас разрабатываются технологии, которые позволят продлить минимум еще на 20 лет, и в топливных контрактах это оговаривается. Если появится технология продления эксплуатации атомного энергоблока, то будет продленный топливный контракт. Соответственно, чем больше атомных электростанций Росатом сумеет за рубежом построить, тем менее он зависим от американского рынка, от европейского рынка и так далее. Вспоминается мем «Это могли бы быть мы с тобой». Знаете, такой? Да. Да. Что касается того, что благодаря поставкам Росатома, именно благодаря поставкам Росатома Соединенные Штаты могут финансировать украинский режим, ну, давайте еще раз. 4% от того, что производится в электроэнергетической отрасли Соединенных Штатов, производится благодаря обогащенному урановому продукту. Будет это крупным уроном для Соединенных Штатов? Мне кажется, что нет. С учетом того объема природного газа, который там добывается, там уже подходят к триллиону кубометров в год, построить газовую станцию замещения, ну, не самая серьезная операция, тем более, что и ветровые электростанции в Соединенных Штатах умеют строить, и солнечные, это быстро возводимые вещи. Если вспомнить объем поставок в прошлом году, 1,2 миллиарда долларов, это те деньги, которые приходят в нашу атомную корпорацию. На эти деньги работает не только топливный дивизион, занимающийся обогащением, но и добывающий дивизион. А это, простите, рабочие места, это возможность обеспечивать людей работой высококвалифицированной, приносящей хорошую прибыль. Но все-таки, если США снимают на какое-то время санкционные ограничения, значит, они в нас нуждаются.
Мгм. Вот я, конечно, не экономист, но я, когда прихожу в магазин, я чувствую свою зависимость от продавца, а продавец чувствует зависимость от меня. Мы будем везде искать вот такую зависимость. Э, Процесс обмена товарами, начиная с бартерных сделок, начался где-то в каменном веке. Мы живем с этой зависимостью, никуда мы от нее не денемся, несмотря на то, в каком экономическом укладе мы находимся. Социализм, Я капитализм, озвучила то, что феодализм. тешит самолюбие, так скажем, многих людей. Не надо чесать самолюбие, оно не будет никого беспокоить. Нормальный режим торговли. И на всякий случай напоминаю, что как раз Росатом наименее пострадал от всевозможных рестрикций. Под рестрикциями находятся, разумеется, ядерное оружейное комплексы и все предприятия, связанные с этим направлением деятельности, связанные с... Есть рестрикции на те новые направления бизнеса Росатома, где Запад может с нами конкурировать. Я имею в виду все, что связано с композиционными материалами, с аддитивными технологиями. Вот там рестрикции есть. Там, где что неоднократно подчеркивал я, то, что я подчеркивал, это я понимаю. Но так нелюбимый нами генеральный директор МАГАТЭ Гросси не устает повторять, что без российских технологий задержки в развитии атомной индустрии планеты составят лет 10-12. Вот там рестрикций нет. Но то, что... Значит, он действительно в это время это заявляет Да, конечно. Он никогда от этого не открыто, отказывался. да? То есть надо просто помнить, что такое МАГАТЭ. То, что оно отвечает за поддержание режима договора о нераспространении ядерного оружия, это одно. Но МАГАТЭ было создано раньше, чем возник этот договор. МАГАТЭ, одно из основных направлений его деятельности – это популяризация атомных технологий во всех ипостасях. Атомная технология – это ведь не только электроэнергетика, это ядерная медицина, это и совершенно новое направление в сельском хозяйстве и так далее, и так далее. И МАГАТЭ от этой деятельности не отказался, но старается присутствовать во всех странах. Если посмотреть на те время от времени случающиеся церемонии, где-нибудь закладывается новый фундамент, где-нибудь проходит какая-то конференция, посвященная новому атомному проекту, МАГАТЭ всегда присутствует, всегда подчеркивает, что да, это российские технологии, да, это правда. Вот только что в Самарканде прошла первая для Узбекистана атомная конференция. МАГАТЭ в обязательном порядке и готова оказывать любую помощь. Напомню, что уже начато строительство атомной станции малой мощности в Узбекистане по российским технологиям. Вот он, Гросси, вот все в порядке. То есть На подмять Бали. эту организацию по типу как, того, как подмяли ВАДА и другие международные организации, допустим, и Организацию здравоохранения, не получается пока что, да? Больше того, все страны, которые действительно заинтересованы в развитии атомной энергетики, тоже не хотят играть ни в какие рестрикции. Если посмотреть на мировой энергобаланс, то доля атомной генерации порядка 9%, это никого не устраивает. Все прекрасно понимают, что это технологии чистые, не загрязняющие воздух. Все понимают, что зависимость стоимости вырабатываемой электроэнергии от стоимости ядерного топлива не превышает 8%. Если мы смотрим на газ, на уголь, там такая зависимость 80%. Понятно, что все страны, которые думают о собственном развитии, заинтересованы в развитии атомной энергетики. И поэтому те компании, которые в этом участвуют, они понимают, что конкуренция, конечно, двигатель торговли, но есть еще такая поговорка: были бы кости, мясо нарастет. Вот сначала надо создать сектор, который мог бы позволить себе конкурировать внутри самого себя, а потом уже думать о конкуренции. На данном этапе, если мы говорим об атомной энергетике, здесь кооперация, сотрудничество на всех уровнях выгоднее, чем конкурентное настроение. Все это понимают, и такой самый классический пример Росатом, у которого на зарубежных проектах в 95 случаях из 100 работают турбины от французской компании Alstom. То есть как бы зависимость от французских технологий. Но порядка 90% пакета заказов компании Alstom – это Росатом. Вот кто от кого зависит? Им что выгоднее? Попытаться поконкурировать друг с другом или просто искать новые и новые проекты к взаимному удовольствию?
Ну и так далее. Таких примеров много. Этим, собственно, атомная энергетическая индустрия отличается от всех других направлений энергетики, от всех других способов генерации электрической энергии. Да, я помню растерянность Верховного, когда только эти санкции начались, и всевозможные, что мы же все связаны, а как же так, все же пострадают, был такой вопрос. Но, в общем-то, есть люди, которые ставят какие-то другие цели. Ладно, это уже мы уходим в другой. Это специальные люди со специальным образом мышления, не Да. мышления, а мышления. Если Европа считает, что именно такие люди должны руководить их странами, ну что мы можем делать? Только внимательно наблюдать за тем, чего делать нельзя, чтобы не получить такой же результат, которого умудряются добиваться в том же Европейском Союзе. Мы должны учиться на чужих ошибках, а не на своих. Дай бог. Спасибо, Борис Леонидович, за комментарий. Друзья, мы ждем вас в наших эфирах. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.